Привет, пап. Какой сегодня день? 2 число. Сегодня великий день. Ровно 144 года назад родился основатель философии ненасилия Махатма Ганди. Ну да, точно. Еще 2 числа рождаются мои карманные деньги. Опа. А деньги-то, которые я брал с собой из Брянска в Москву, все закончились? И что же мне теперь давать Владу вместо карманных? Может быть, вот эти печенья? Нет, так не пойдет. Влад уже не в том возрасте. Нужно перевернуть ситуацию. Пап, ты что молчишь? Я же говорю, мне нужны карманные деньги. А знаешь что, сынок? Твои оценки в этой четверти говорят мне, что ты их не заслужил. Ну вот, блин, все планы на выходные коту под хвост. Сколько тебе папаша дает обычно? 500. Влад. Ладно, 300. На 500. Только не кудахтай, не ной. Спасибо, дедуль, я так тебя люблю. И вырасти хорошим человеком, понял? Пошел он. Слышь, что это за экономия такая, а? Ты еще пацана за плохие оценки еды лиши, а? Папа, это не экономия, это педагогика. Нельзя просто так Владу давать подобные суммы. Ты же видел, можно. Ты что, не понимаешь, что ты его балуешь? Он должен знать цену деньгам. Понимать, что их надо зарабатывать. Ну, привыкнет, сядет тебе на шею, так и будет до 40 лет сидеть, свесив ножки, и ждать, пока ты ему еще денег дашь. Это у вас семейное, да? Я вообще-то работаю, папа. Я регулярно отправляю свои статьи в научные, солидные издания. Слышь, сынок, я где-то читал, что за работу платить должны. Да, папа, ты знаешь, да, пока что мои статьи не публикуются. Ну, конечно, их время придет. Их время придет. Как и всякая гениальная вещь, они должны немножко отлежаться. Сынок, судя по тому, сколько лежат твои статьи, они у тебя супер гениальные, а? Папа, я вообще не понимаю, что ты ко мне пристал? Я вообще-то у тебя денег не прошу и не беру. Пока. Здрасте, попа Новый год. А как называется то, что я оплачиваю парковочное место твоей, как ты ее называешь, машины? Хорошо. С сегодняшнего дня я буду сам оплачивать свою парковку. Более того, я устроюсь на работу, чтобы уж никак от тебя финансово не зависеть. Боюсь, не доживу. В нашем роду не было долгожителей. Я умираю, но я рад. Я рад, что в моей жизни было любимое дело, моя профессия, которой я отдавался без остатка. Я помогал людям, я врачевал их израненные души. А когда жизнь наполнена смыслом, то и смерть мне. Стоп! Снято. А я не хочу умирать. Так, это в следующую Я в сцену. этом сериале Хорошая с тема. первой серии. Зачем? Зачем вы заразили моего героя коровьим бешенством и так скоропостижно пришили? Зачем? Нечего было скоропостижно требовать повышения гонорара. Кстати, это всех касается. Что? Перерыв. Материал, монтажку срочно. Эфир в пятницу. Паша, молодец, как всегда. Вот этот глаз, понимаешь, герой-философ, думающий актер. Молодец. Паш, ты же сам видишь, как они непорядочно со мной поступили. Я попросил-то всего на пару тысяч евро больше. Сволочи! Это, спросить хотел, ты мои пару тысяч, которые брал у меня на сарай, когда вернешь? Вот теперь и сам не знаю, когда. Паш, ты же сам видишь, в какое положение они меня поставили. Сволочи! Ну, так ж, кажется, эта свинья только что тонко мне намекнула. Дескать, иди, Паша, в попу. Никогда тебе не верну. Добрый день.
Хорошая погода. Не правда ли? Неплохая. Пресвятой почтальон Печкин. Ты что с собой сделал-то, сынок, а? Я себя трудоустроил, папа. Что, удивлен, что я так быстро нашел себе работу, да? Я просто в шоке. Почему на моей парковке, в моем доме-то, Витюша? А побыстрее можно как-то? И так вся Москва в пробках, еще здесь устроили. Сейчас машину поставлю, мы с тобой обсудим. Господи, боже мой. Ну и как вам это нравится? Что, простите? Я говорю, опять какого-то тормознутого парковщика взяли. До этого азиат работал, по-русски только на матах понимал. Теперь этот блаженный. Не, по-русски ничего разговаривать, только непонятно ничего. Лучше бы азиат работал. Это точно. Не, ну видели, больной. Да, не совсем здоровый человек. Чего-то я о том же. Дебил. Значит, у меня обнаружен спастический псевдосклероз с осложнениями? С осложнениями. Проще говоря, коровье бешенство. Я с тобой буду откровенен. Болезнь зашла слишком далеко. Мы ничего не сможем сделать. Тебе осталось пара недель. Точнее, пара серий. О, уже титры. Да что ж такое? Все никак не попаду на этот сериал. Даже серию с Владиком еще не видел. Мне теперь вообще некогда. У меня же работа. Хотел поговорить по поводу работы твоей. Барахло работа. Ну вот, не наша это, не гуровская, понимаешь? Нельзя тебе работать парковщиком, и форма тебе вообще не идет. А мне кажется, что я очень неплохо устроился. 33 этажа, без пробок до работы. И, как я и обещал, тебе не нужно больше оплачивать мое парковочное место. У меня бесплатная парковка. И звание лучший парковщик Москвы. На старости лет маячит. Вить, ты если по поводу денег паришься, не парься. Пока папа жив, ну, с голоду не помрем, честное слово. А я буду париться. Я буду париться, потому что я не хочу все время сидеть у тебя на шее и ждать, пока ты состаришься в ожидании моей финансовой независимости. Ты меня прости, потому что я утром на тебя наехал, там туда-сюда, подкалывал тебя. Я правда, сынок, переживаю, что сын парковщик. В этом смысле я в тебя. Я уже начал действовать, поэтому я не отступлю. И мое истинное призвание само меня найдет. Это же закон высшей космической справедливости. Да, кстати, ты же не верил, что я так быстро найду себе работу. Не смогу оплачивать свое парковочное место. Однако вуаля! Вон твоя вуаля. Пол расчертил мелком для обведения трупов и гоняет на машинке среди моих бутылок. А у меня каждая бутылка, между прочим, по 12 тысяч минимум. Да, папа. Я же еще и отец. Владик! Так, что там? Как дела в школе? Нормально. Ну-ка, встань. Встань, говорю. Посмотри на меня. Так. Угу. Опущенные уголки рта, закрытый жест и взгляд в сторону. Все понятно. Наглая ложь на лицо. Нормально, просто я двойку по домашней работе получил. Вот, папа. Это все твои легкие деньги. А я тебе говорил. Вот теперь сам с ними разбирайся. Мне вообще некогда. Мне нужно еще форму постирать, которая, кстати, мне очень идет. Не идет тебе ничего, старье какое-то. Сядь-ка, братишка, покалякаем. Ага. Я считаю, хватит с тобой сисюкаться. Все, Ша, детство закончилось. Уже? Да. Ты взрослый мужчина. Пора вводить тебя в жесткие реалии столичного бизнеса. Предлагаю следующую схему сотрудничества. Ты производишь хорошие оценки, и я их покупаю. Предлагаю следующую схему сотрудничества. За 5 я тебе плачу 500 рублей, за 4 400.
Это что получается, за каждый балл по сотне? Молодец. Ну что, партнер, по рукам? По рукам. Как успехи, бизнесмен? Нормально. С тебя 1000 рублей. Да ладно, красавчик, а? 2 пятерки в день. Откуда такая тяга к знаниям? Нет, деда, я получил 2 тройки и 2 двойки. Получается 1000. Ты вообще офонарел, а? В экономических схемах ты быстро разобрался. Как надо теперь нам остальные предметы подтянуть. Папа, ты мне не верил, а космический закон работает. Работа нашла меня. Сынок, я не хотел тебя расстраивать, но работа парковщиком не самая престижная в Москве. Или ты еще автомойку устроился мыть, да? Ты меня не понял. Мне позвонил профессор психологии Вяземский. Он хочет со мной работать и даже готов купить пару моих статей, представляешь? Можно побыстрее, блаженный? Все. Сынок, давай потом поговорим, а то космическая пыль меня прямо сносит. Ты видишь, воняют еще. Все. Значит так, Ротшильд, хренов. Хочу в наш договор внести кое-какие коррективы. Ух ты, давай. А, кстати, у нас сегодня диктант был, так что с тебя еще минимум 2 сотни. Об этом и разговор. Значит, 2, 3 больше не котируются. Понял? Бабки я буду платить только за 4, только за 5. Ну вот, блин. Я только к старой схеме начал привыкать. Уже бюджет спланировал. Ага. Папа, Дай-ка я тебе перезвоню, здесь напали на меня. Да. Да, сынок. Че, в 9 вечера у парковщиков заканчивается смена, будем знать. папа, к нам пришел профессор Вяземский. Помнишь, я тебе про него на парковке рассказывал? Ты ж хотел с ним в кафе встретиться. Подсуетился, сынок. Кафе у папы дома открыл. Да нет, просто я подумал, что в кафе нет такой полезной и вкусной пищи. К тому же у меня нет денег на такое кафе. Сейчас. Профессор! Да-да. Проходите, пожалуйста. Знакомьтесь, Алексей Львович, профессор прикладной психологии, преподаватель Кембриджского университета. Павел Михайлович Гуров, актер. Наслышан. Прошу. Благодарю. С точки зрения банальной эрудиции, каждый вакантный индивидуум, а тем более ваш сын, просто гений психологии, самородок. Угу. Вы не видели, что этот самородок на парковке делает? Просто шедевр. Не понял? Не обращайте внимания, это у них, у актеров, шутки такие. Нам, психологам, не понять. А в центре внимания находится процесс развития представления о природе и сущности психики с древнейших времен и до наших дней. И вот этим бредом твой Витенька меня 3 часа грузил. Ты тоже меня решил не щадить. Нафига ты мне это все рассказываешь? Мне главное, чтобы сын не понял, что ты клоун, а не психолог. Я актер. Я психиатра 2 года играл, так что с этим все нормально. Я рассказал ему историю, как спас человека от психического шока после авиакатастрофы. Ну, Эта серия 2 недели назад с тобой была по телевизору. он же говорил, что он вообще ни одной серии не видел. Я что вспомнил, то и рассказал. Ладно. Продолжаем придерживаться установленного плана. Угу. Эти деньги дашь Вите, как бы за его работу. Угу. Четверть твоего долга мне я списываю. А разве я долг еще не отработал? Может, и мне тоже уже зарплату пора? Совесть имея. Ты работаешь у меня, а не в Голливуде. Что-то не устраивает? Все устраивает, Паш. 5 по истории, 4 по природоведению, 5 по математике. Итого, деда, ты мне должен... Слышь, старичок, у тебя по математике точно 5, а? Конечно, точно. Итого, ты мне должен 1400. Фантастика.
Я говорю, фантастика. Что за день такой? Меня сегодня все доят. А, я же еще на уроке труда самую лучшую картину выжег. Это получается еще одна пятерка. То есть, получается, ты мне должен... Ну все, клоп олигарх, ши домой. Я сейчас в банкомат и тоже приеду. Привет, пап. Сынок, ты что здесь делаешь-то? Страна в беде. Требуются твои психологические откровения, а ты на парковке шушишь. У тебя же работа есть, там профессор же скупает твои писюльки. Папа, и как раз именно этим и занимаюсь. Я хочу сделать психологический тест «Автомобиль как психологический портрет владельца». Ты дурак, а? В смысле, другого ничего в голову не пришло? Ну смотри, а? Мы то, что мы пьем, а? Я бы походил по барам, по девочкам, проконсультировал, а? Это же диссертации попахивает, да? Папа, у меня серьезная и большая работа. Со мной даже профессор Вяземский согласен. Не обязательно же работать на парковке. Но зато у меня бесплатное парковочное место. Ну что, хорошо я устроился? Хорошо, сынок. Ну вот же. Открывай, фельдмаршал. Добрый вечер. Вы любите свой автомобиль? Может быть, вы его как-нибудь называете? Ну, например, «Моя крошка». Чего? Вот, анкета со всеми вопросами. Заполните, пожалуйста. Потом я у вас заберу. Вы очень поможете науке. Спасибо. Кто к нам пришел? Кровавые трудовые сопельки под носом, а? Молодец, взял на вооружение мою идею. Мы то, что мы пьем. Просто день очень плохой. Я думаю, у парковщиков каждый день такой. Просто позвонил профессор и сказал, что моя работа «Автомобиль как психологический портрет владельца» – это полная автомобильная психологическая чушь. Какой я молодец, а? Вот умею правильно, точно сформулировать мысль. Я тебе так скажу, ничего страшного. Возьмешь, напишешь новую работу. Я на этой неделе уже Алексею Львовичу 3 работы сдал. Ни одна не прошла. Как ты не подошла? Я этим работам 5 последних лет посвятил. Но оказалось, что они все бездарны. Алексей Львович так сказал. Если бы они были бездарны, он бы тебе денег не платил. Так он за них и не платит. Гадина, а? Варюга. Ведь, может быть, это твой Львович? Может быть, он в психологии сам. Полная бездарность. Алексей Львович гений. Если бы ты знал, скольких людей он спас. А я парковщик. И это мой удел. Да, ведь это... Ты не парковщик, а он не психолог, он актер. В смысле? Я помогал людям. Я врачевал их израненные души. А когда жизнь наполнена смыслом, то и смерть мне. Видишь? Он и как психолог барахло, и как актер бездарность. Вить, ну, да что, честное слово, я же не для себя, я для тебя старался. Я как лучше хотел. Витя. Дед, я тут еще уточнить пришел. Если я получу оценку с плюсом, это еще 100 рублей сверху? Сейчас кто-то получит ремнем. Ну что, алчный старикашка, сколько я тебе должен сегодня? Ну, вообще-то у меня 3 пятерки, но за них пока не надо платить. Только не говори мне, что в тебе совесть проснулась. Я тебе все равно не поверю. Классно, вызывает родителей в школу. Маму, папу? Тебя. Ну, ей без разницы, но для меня будет лучше, если ты пойдешь. Господи, как мне повезло опять. Павел Михайлович, я вас, конечно, уважаю, но вы знаете, что сделал ваш внук? Пока нет. Я знаю, кто сделал его. Павел Михайлович, тут не до шуток.
Влад заставляет остальных ребят делать за него все уроки. Писать контрольные. И платит им за это по 200 рублей. А сам он вообще не учится и ничего не делает. Деда, картину я сам выжигал. Ты, оказывается, у нас не просто клоп. Ты клоп-спекулянт. В каждом бизнесе присутствует спекуляция. А бизнес, деда, ты мне сам предложил. Я просто решил его расширить и набрал штат. Почему я не предохранялся вовремя? Ёлки зеленые. Чего там? Вот сколько можно это терпеть? Чего, простите? Я говорю, сколько можно это терпеть? Гнать нужно в 3 шеи этого парковщика. Я за что-то такие деньги плачу. Господи, покажите мне идиота, кто его на свет родил. Нормально у нас парковщик. Хороший. Все довольны. Достойный человек делает свое дело. На вашем месте я больше волновался, когда с утра в зеркало смотрюсь. Что? Да. Мне так лучше вот такой сын, чем сын, который шляется по ночным клубам, бухает и наркотики жрет пригоршнями. На мамины бабки, между прочим. А вы сидите там и... Ну? А новый-то парковщик вообще не справляется. Говори-ка. Ты что, Витюш, как новый, а? А я уволился. Почему, сынок, как-то так? Ну просто, когда жизнь наполнена смыслом, даже смерть не страшна. А я не хочу, чтобы смыслом моей жизни было парковать машину. Ну да. Дед, я тебе хотел кое-что сказать. Давай, Валяй. Дед, я тебя так люблю, так люблю. Ты у меня самый лучший дедушка на свете. Все сказал? Денег не дам. Дед, ну я ж не для себя. Сотрудникам надо платить. Я ж не могу их уволить. У них семьи. Мне всего-то нужно 500 рублей. Нет. Хорошо, 300 так 300. Сказал нет, значит нет. Деда, ну пожалуйста, ну что для тебя эти 300 рублей? Ты на них даже себе ничего не купишь. О, привет, пап. Привет. Тебе не куплю, а тебе не дам. Владик, вот тебе 300 рублей. И еще. Не проси больше у дедушки на карманные расходы. У тебя для этого есть папа. Спасибо, папа. Я тебя так люблю, так люблю. Ты у меня самый лучший папа на свете. Давай. Мороженое. Можешь больше не платить за мою парковку. А откуда такие деньжищи, сынок, а? Бутылки мои сдал? Или на работу снова устроился, а? Ну, работу я пока еще ищу. Вот завтра, кстати, еду на собеседование. Хотел попросить твою машину. Я свою машину продал. Говори, кто тебе товар поставляет. Иначе сейчас сожжешь язык свой. Говори, я тебе сказал. Я все скажу. Стоп! Снято! Маш, ты что? Ты что творишь? Больно же. Леш, это же искусство. А искусство, как известно, требует жертв. Гуров, красавец, как сыграл, а? Я даже поверила, что ты его реально ненавидишь. Все нормально? Готовим следующую сцену. Оксана, кофе. Паш, ну, спасибо тебе, что подкинул мне работу. Ну и за сына своего извини, что так получилось. Я тебе все верну, ты же меня знаешь. Конечно, вернешь, Леш. Я в тебе никогда не сомневался. Вяземский, за съемочный день распишитесь. Ваш гонорар. Это психологический метод такой, Леш. Кстати, мой сын придумал. Давай. Ну, спасибо тебе. Я пошел. Давай. Счастливо. Давай. Японская кабуки, да сколько ж можно? Так, Владик, перестань повторять за дедушкой эти его театры мира. Ты позвал его ужинать? Да. Ну, и что он сказал? Он сказал, ты мне запрещаешь это повторять. Ну, по интонации я уже понял, что ужинать он не будет. Серебряный век русской поэзии?
Ну и кто тебе нравится? Цветаева? Воронкова. Воронкова? Это что за поэтесса такая? Настя Воронкова, девочка из нашего класса. И ты учишь для нее стихи? Да. Дед говорит, что девушки любят, когда им всякую любовную лабуду на уши вешают. Ну, это все глупости. Просто женщины создания более восприимчивые, чуткие, эмоциональные. Их внутренний мир более Вот склонен это дед и сказал, только короче. Баян Баяныч, замолчи когда-нибудь. Привет, я на минуточку. Добрый вечер, Маргарита. Принесла гонорар твоему папаше. Папа! Тихо! Не зови его. А что такое? Поверь, ему лучше не спускаться в ближайшие 3 суток. А что случилось-то? Почему? Почему надо орать, когда я сплю? Сейчас все поймешь. Витя, сколько раз я просил, чтобы штаны клопа не валялись на бильярдном столе. Сколько я просил, а? На бильярдном столе могут раздеваться только пышногрудые женщины, которые приходят ко мне в гости. И то я их потом наказываю. Чего? Принесла твой гонорар. 50 000. 50 000 рублей? Мне? Скажи, я похож на артистку Наро-Фоминской филармонии? Паш, ты же знаешь, я стараюсь, я ищу тебе работу. Я, между прочим, 2 года без отпуска. Смотрю, такой вид у тебя уставший, а? Ты прекрасно отдыхаешь на моих харчах. Иди сюда. Скажи, почему ты ходишь, а? Когда здесь разговаривают люди. Я что, мало дома отсутствую, а? Видишь, да? 2 года трется в Москве, ни одного слова по-русски. Хоть бы слово, говорю, выучила. Сосиба. Иди, сосиба. Как мне все надоели, а? Бездельники. Нахлебники сели мне на шею и давай. Витя, я просил, чтобы я никогда этих штанов не видел у себя на дороге. Что это за воспитание, а? В семье так принято было? Очередной творческий кризис. Я еще никуда не ушел, я все слышу. На фоне очередного творческого юбилея. Завтра у него 25 лет актерской деятельности, а ничего серьезного в большом кино он так и не сделал. Кризис жанра. Похоже, как музыкант он тоже в кризисе. Я не понимаю, почему у вас все время дорожает парковочное место. Оно и так стоит уже дороже, чем картина Ван Гога. Все, хорошо. Я все понял, я завезу деньги. Все. Ах ты, бог ты мой, аккуратист хренов. Я вчера сюда деньги клал, которые Марго передала. Сегодня их нет. Давно я у сына не видел такого увесистого кошелька. Точнее, вообще никогда не видел. Ах ты, японский балет. Сын ворует у отца. Позор-то какой. А я его проверю. Методом майора Лаврова. Если Витюша не сознается, что у него деньги пропали, значит, он вор. Значит, он взял. Сынок. Да? Иди-ка сюда, Витенька. На секунду. Ты меня звал? Угу. Ты мне, сынок, пару сотен в долг не дашь, а то у меня только крупные. Сейчас посмотрю. Хотя, знаешь, мы тоже мелочи не держим. Что-то не так, а? А? Деньги пропали. Фух, слава богу. А чему ты радуешься? Тому, что ты не вор, на. Я вчера в тумбочку деньги клал,
которые Марго передала. А сегодня их нет. Я, естественно, на кого подумать? На тебя сразу и подумал. А тут еще кошелек твой с такой суммой несовместимой с такой внешностью. Пап, ну я же машину продал. Угу. Ну да, ну да. Хотя, знаешь, мне очень приятно, что твои подозрения пали именно на меня. Да нет, Витя не мог бы у меня украсть. Он слабак. К тому же просто не додумался бы. Я его проверил. Кто еще здесь был? Ваня. Ванату. Ну, филиппинская уборщица. Да нет, она у меня уже 2 года. Если бы она у меня воровала, уже давно возглавила бы филиппинский список Forbes. Кто еще? Неужели? Да. Это Марго. Это она дрянь взяла. Ты уверен? Это же твой директор. Конечно. А кто еще? Марго и бабки, это же дружба. Вот такая вот, навек, с детства. С вашего счета снято 100 000. С моего. На, смотри. С моего счета снято 100 000. А у кого еще доступ к моим счетам? Только у Марго. Сейчас, Манечка, сейчас. Сейчас. Да, Паш. Алло, Манечка, я тебе пару вопросов хочу задать по поводу денег, которые ты мне вчера передала. Паша, ты извини, я занята сейчас. Ты давай вечером об этом поговорим. Прости. Хорошо, мы вечером тогда потолкуем. Москва, Абу-Даби. Рейс 347. Собирайся, сынок. Заодно пробей по базе. Ага. Чего пробить? В интернете посмотри, в какой нам аэропорт ехать. Говорят, пробей по базе. Просто посмотри в интернете. Решила отдохнуть, так сказать. Попарить жирок за мой счет. Я тебе попарю. Папа, я, конечно, рад, что это расследование как-то выкарабкивает тебя из депрессии. Да, выкарабкивает. Но с чего ты взял, что Марго куда-то улетает? Ты сам посуди, башку включи. Она женщина одинокая, родственников своих ненавидит, назначила встречу в аэропорту. Я тебе устрою. Не таких, сынок, раскалывали. Давай шевели булками. Пап, может, не надо, а? Боишься? Боишься. Значит, в машине останешься, будешь сидеть, машину охранять. Кто-то будет подходить, ты будешь гавкать. Спасибо большое, что нашли время встретиться. К сожалению, только несколько минут перед вылетом. Завтра моя картина показывается на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. О, я думаю, это будет фурор. Я в этом не сомневаюсь. Кстати, Павел Гуров, о котором я вам рассказывала, большой поклонник вашего творчества и мечтает сняться в вашей новой картине. Я читала сценарий, так вот герой – это копия он. Чуткий, воспитанный, интеллигентный. Че, Маргошечка, а? Куда, зайка, лыжи навострила, а? На какой курорт едешь? Кости парить за мои бабки, а? Чего? Паша, это Никита Савинский, тот самый. А, тот самый, с которым вместе едете кости парить. Бюджет мой осваивать. Очень приятно. Всю жизнь мечтал познакомиться. Здрасте. Извините, кажется, посадку объявили. А что так, а? Посидели бы, покалякали о бабках, а? Паша, Ну, это что такое? что такое? Это Никита Савинский. Я понял, Никита Савинский. Режиссер? Паша, я специально его выловила между рейсами, чтобы добыть тебе роль. В кафе пригласила. Правильно. В кафе. Я же не идиот. В кафе, в Домодедово. Здесь же цены такие. Чего, Мань, не хватило моих 50 000 за счет расплатиться? Решила еще соточку с моей карты снять? Не? Сегодня 10 число. День, когда я плачу по кредиту за твою машину. Паша. 10 число. Ну, конечно, кредит, а. Кстати, подпиши. Что я за человек, Мань, а? Ну, с чего я тебя подозревать начал, а? Ты никогда даже у меня у пьяного по карманам не шарилась. Паша, если бы я хотела тебя нагреть,
то взяла гораздо больше. Ага. Ты ведь никогда не смотришь, что подписываешь, правда, Паш? Знаю, кто бабки взял, знаю. Все. То есть это не Марго? Нет. Кто бы мог подумать? Марго не могла, это было слишком просто. По законам детектива, преступник тот, на кого в данный момент меньше всего можно подумать. И на кого ты думаешь меньше всего? Уборщица гадина, точно. У меня такое в 101 серии было. Только там сантехник бабки подрезал. Свет! Пятачок, помогай. Папа, с чего ты решил? Ваня же у тебя уже 2 года работает. Раньше такого не замечал. Замечал, сынок, замечал. Я раньше на утро всегда денег не досчитывался. Думал, прогулял их ночью. А сейчас же я не гуляю, благодаря твоему правильному образу жизни, будь он проклят. Сейчас я просто людей подозреваю. Знаю, что нужно делать. Что? Это называется, сынок, ловля на живца. У нас с майором Лавровым такое в 73-й серии было. Ага. А я ее здесь цап, когда она бабки-то схватит. Скажу, скажу. Мама тебе не говорила, что нельзя брать чужое, да? А ты пойдешь к ней, сейчас скажешь. Ваня, скажешь, папа сегодня не будет, папа где-то пьет. Ваня! Дома никого! Совсем никого! Папа пьет не дома. Я пойду прогуляюсь. Ты остаешься одна. Чувствую себя полным идиотом. Спасибо еще, что благодаря этому гениальному плану я не сижу в шкафу. Получи, Варюга! Ты кого швабра филиппинская вором называют? Ты что, говоришь? По-русски? Всегда говорила. А что сейчас башкой киваешь, молчишь? А чего говорить-то? Ах ты, хиросимский тюз. На самом деле, я киргизка. Подружка сказали, что если прикинуться филиппинкой, то можно больше зарабатывать. Вы меня, пожалуйста, не выдавайте. Ладно, не выдам. Вы уже простите. Я подумала, вы вор. А что вы в шкафу делали? Роль репетировал. Ты это, Вань. Я ж тебе 2 года доверял. Честно скажи, бабки мои, ты берешь? Вот честно вам скажу. Беру. Беру и кладу в тумбочку у вашей кроватки. Всегда так делали. Тьфу, елки, а. Я 2 года думаю, откуда там в тумбочке бабки берутся, а? Тебя зовут-то как по-настоящему? Балдаргалова Айгуль Арунбасаровна. Не, ну, Ваня, оно так актуальнее. Ну что? Сработал твой метод? Ну, зря, значит, в шкафу сидел. А я тебе говорил, Ваня воровать не будет. Я ему тоже об этом сказали. Потом тебе объясню, не парься. До свидания. До свидания, Ваня.
Как говорил майор Лавров, у меня любовь заговорит. Пап, ты так и не сказал, что у тебя с головой. Ваня показала, что в Киргизии делают с теми, кто ворует. И что? Поймаю, узнаешь. Ну, кого я обманываю? Ну, не помогает мне так. Ну, чего я, дурака-то валяю, а? Вот так оно легче. Прямо хорошо, сразу только. Ну, похоже, следствие майора Лаврова зашло в тупик. Слушай, а может быть, ты просто плохо посмотрел? И деньги лежат там, где должны лежать. Так бывает. Ты с папой идиота, что ли, делаешь? Я полный дурак. Похож я на дурака, скажи, а? Похож? Нет. Я просто упустил какую-то мелочь. Всем привет! Йоу-йоу-йоу! Ну чё, круто? Воронкова завтра упадет! Ну, конечно. Ну, конечно. Я упустил мелочь. Маленькую, пузатую, в очках. Я уверен, ты ошибаешься. Владик не мог. Угу. Откуда у него бабки на прикид? Я ему утром дал денег с собой. 150 рублей. Я думаю, что Владик может это объяснить. Ну, пусть Владик объяснит. Владик, скажи нам, пожалуйста. Чужое почему берешь? Без разрешения. Сейчас говорю о своих вещах. Владик, дедушка шутит. Если ты ничего не брал, просто скажи «не брал». Ты же ничего не брал? Брал. Извини, пожалуйста, дедушка, я сейчас тебе все верну. Расследование окончено. Чего ты смотришь, индюшонок? Надо заняться его воспитанием. Чего он так быстро сознается-то, тряпка? Вот куда он убежал? Его уже 10 минут нет. Я думаю, что у метро. Шмотки продает, бабки отбивает. Давай, сынок, выпьем за удачное окончание расследования майором Лавровым. Папа, Владик деньги не брал, потому что… Потому что мы сейчас узнаем, почему явился. Не запылился. Здравствуйте, Владислав Викторович. Как ваши успехи, а? Владик, не переживай, успокойся. Дедушка не будет сильно сердиться. Конечно. Ведь то, что дети воры, виноваты прежде всего родители. Дед, прости, пожалуйста. Я просто Насте Воронковой хотел понравиться. Но стихи ее что-то не закатили, вот я и решила одеждой понтануться. Одолжил у Тёмки с 4-го этажа шмотки на 1 денек. А ему за это дал эту твою. Тэфи, лучший актер года. Вы что, озверели, что ли, а? Молодец. Он ничего не брал. То есть, это ужасно. Это мне очень стыдно за сына. Это отвратительно. Нельзя брать чужие тэфи. Еще как нельзя. Дед, ну я же только на 1 денек. Тёмке надо было перед Лерой похвастаться, что он крутой актер. А я бы в это время похвастался Насте, что просто крутой. Угу. Не понимаю я. Джентльмены, как так получается, а? Никто бабки не брал, а бабок нет. А? Где они? Какие бабки? Я только это брал. Я спрашиваю, бабки-то где, а? Мне кажется, тебе нужно еще раз посмотреть. Ты что, из отца идиота делаешь? Я похож на дурака, а? Похож на дурака? Ну, нет. Идите сюда. Книга «Мой самоучитель» по актерскому мастерству. Документы на дачный участок. 27 соток. Сценарий «Приятная неожиданность». Про понос, наверное. Конверт. Кто там говорил про старого дурака? Влад. С 50 тысячами. Откуда он там взялся? Ну вот,
Здорово, что так все получилось замечательно. Вот, а теперь пойдемте на террасу, потому что там у меня… Стоять. 50 тысяч. 50 тысяч рублей? Мне рублей? Здесь вчера еще были тысячные купюры. Ну, 50 пятерками и тысячными. А сегодня только пятерками. А куда делись тысячные? А я скажу, их взял. Мои деньги вчера тот, кто сегодня вернул мне другие деньги, 5000-е. Кто это мог сделать? Правильно. Тот, кто сутки меня толдычит. Посмотри в тумбочке, посмотри в тумбочке. Сынок. Держи его. Такое красивое небо. Угу. Красивое небо, Вить. Сейчас ты его вблизи разглядишь. Бабки ты взял? Нет. Витя? Да, прости. Пап, не переживай. Это же родители виноваты, что их дети воры. Сейчас дам по губам. Мы еще за Тэфи с тобой разберемся. Ну? Ну, если бы мне за машину сразу отдали, я бы не стал брать. А мне деньги очень срочно нужны были. Зачем? Я не могу тебе сказать, это сюрприз. Хороший сюрприз, сынок, я считаю. Вначале у отца из тумбы деньги взять, 50 тысяч, потом назад их подсунуть, чтобы отец идиотом себя считал, да? Вот если бы мне папа 50 тысяч в тумбу положил, это бы был самый лучший сюрприз в моей жизни. Рот закрыл? Мы еще за Тэфи разберемся. Сразу нельзя было сказать, а? Да я собирался. Ну, просто это расследование, оно так тебя взбодрило после твоей вчерашней депрессии. Ну и потом я не хотел портить сюрприз. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится. Всегда мечтал получить заикание и нервный тик вместо сюрприза. Пап, ну я просто не хотел, чтобы твой творческий юбилей был такой же скучный, как День города в Брянске. Спасибо, сынок. Привет, Настя. Да, это Влад. Привет. Видишь салют? Специально для тебя. Да не за что. Мне для тебя ничего не жалко. От осинки не родятся апельсинки. И тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо. Ну все, мусор. Хана тебе. Стоп! Снято! Аплодисменты! Ну что, поздравляю! Мы сняли крайнюю сцену очередного сезона. Теперь пусть зритель понервничает. Выживет Лавров или не выживет? Главное пережить банкет по поводу окончания. Оксана, виски. Так, это же теперь мне придется думать, какая симпатичная высокая модель составит мне компанию на банкете. Кто-то должен соответствовать твоей завышенной самооценке, индюк. Скажи, ты свое интервью на первой полосе видел? Не видел. И не увидишь. Знаешь почему? Не знаю. А потому что оно на 8-й странице, между кроссвордом и ответами на кроссворд. Очень хорошо, люди будут подглядывать в ответ и видеть мое лицо. Пойми, ты перестал быть объектом внимания для прессы. Ты думаешь, почему Лаврова в конце сезона убивают? Люди понервничали. Выживет Лавров, не выживет Лавров. Да нет, это для того, чтобы ты понервничал. У нас через неделю переговоры с продюсерами по поводу нового сезона. И если не сойдемся в цене, то тебя просто выведут из сериала. Че, в солярии перегрелся, а? Я тебе уверяю, что в новом сезоне на первой же секунде Лавров открывает глаза, рубашечку распахивает, а там бронежилет. Послушай, Гуров, нам нужен публичный скандал.
Ну, отстань от меня. Все, что мне сейчас нужно, это список девиц, которые пойдут на банкет. Не о том думаешь, Гуров. Спасибо тебе, добрая женщина. Действительно, зачем мне весь список? Ты галочками там пометь тех девиц, которые придут не одни. Чего мне время зазря терять, а? Дед, что делаешь? Работаю. Вычеркиваю из списка приглашенных на банкет девушек, напротив которых стоит +1. А что значит +1? +1 – это значит, она придет не одна, со своим хмырем. Мы ее в разработку не берем. То есть, получается, +1 это минус? Вот такая, брат, получается математика. Мама с папой сегодня опять поссорились. Я слышала, как они по телефону ругались. И папа говорит, что… Владик, ты помолчать можешь? Могу, Спасибо тебе большое за это. но не хочу. Знаешь, почему ты не хочешь? Почему? Потому что ты не можешь, потому что тебе слабо. Это мне слабо! Да я хоть неделю могу промолчать. Ты неделю? Давай поспорим. Что, если до конца недели я смогу ничего не говорить, то ты мне купишь радиоуправляемый вертолет с камерой. А если не сможешь? А если не смогу, тогда вертолет без камеры. Хорошая попытка. Если ты не сможешь, будешь чистить мне обувь неделю, включая подошвы и шнурки стирать. Понял? Годится? По рукам. Владик, ты уроки сделал? Не понял, а что это с ним? Понятия не имею. Но если ты последуешь его примеру, я тебе тоже куплю вертолет. Пап, нам нужно поговорить. Ты, главное, говори громче, сынок. Я буду у себя, могу не услышать. Ты понимаешь, мы опять с Аней поругались. И… Тебе куда? Да мне все равно, где говорить. Какая-то странная ситуация получилась. Я теперь не знаю, кто прав, кто виноват. Как ты мне надоел. Пап, ты меня извини, но я переживаю за нас с Аней. Понимаешь, только наши отношения стали налаживаться, и мы опять поссорились. Конечно, это я сам виноват. Надо было сгладить конфликт, пресечь все на корню. Это же я хочу ее вернуть. Да хватит тебе трындеть. Хочу вернуть. Найди себе новую женщину, сынок. Папа, я так не могу. Ты не дослушал. Никогда не говори, я так не могу. Посмотри, а. Вот список актрис, которые снимались со мной в Лаврове. Красавицы все. Почти все. Попыкина страшно, а. Руки волосатые и нос вот такой вот. Попыкина, гудбай, мы тебя вычеркиваем. Хочешь, я тебя достану, пригласить тебя, сынок? А что, по-моему, это отличная идея. Я пойду. Красавчик. Там ведь будет Аня. Она же снималась в серии про заложницу. Она ведь там будет? Ну, есть Аня. Увы, сынок, не повезло. Аня написано +1. Как +1? Это значит… Это значит, что она уже кого-то себе нашла. Как нашла? Ну, если честно, там Аня не +1. Но я не могу позволить, чтобы этот паршивец меня позорил. При всех унижался перед своей бывшей женой. А он будет это делать. Я знаю. Сынок, все, начни новую жизнь, тряпка. Ты прав, папа. Я пойду с тобой на банкет. То есть я пойду не с тобой, а с другой женщиной. Правильно. Пусть Аня видит, что я тоже могу быть +1. Да, ты можешь быть +5, +7, если захочешь. Сегодня же пойду в бар и найду там себе кого-нибудь. Держись, Москва! Гуровы идут! Ух ты. Зажжем сегодня! Зажжем, сынок. Ты ладно, Витюш, не парься ты. Подумаешь, не получилось. Знаешь, сколько раз у меня не получалось? Если бы я каждый раз в окно прыгал, я всю жизнь в полете провел. Ай. Аня правильно сделала, что меня бросила. Я никому не интересен. Со мной никто не станет знакомиться. Меня ничтожество. Понятно, что сын не в меня никогда не отличался мужеством. Сейчас теряет
остатки самоуважения. Ему срочно нужна победа. Пусть даже победа в договорном матче. Сынок, я тебе обещаю, что ты очень скоро с кем-нибудь познакомишься из девушек. Папа. Я даже, кажется, знаю, с кем. Привет, зайка. Как поживают друженьки экскорта в наши смутные времена? Привет, Паш. Что-то ты мне давненько не звонишь. Зарабатывать стал меньше. Или я состарилась? Пытался амурные дела решать своими силами. Хотя реально понимаю, что иногда тебе позвонить дешевле. Не обо мне речь сейчас. Сынишке помощь требуется. Звучит интересно. Я у вас прям семейная. Он про тебя ничего не знает. Мне важно, чтобы все было по-настоящему, реально. Я вашу встречу как-нибудь устрою. Да не вопрос. Ты же знаешь, в нашем не совсем законном бизнесе желание клиента – закон. Тариф почасовой? Я помню. Инфляция вас не коснулась? Не коснулась. А про десятичные дроби нам расскажет Влад Тетерин. Блин, я ж не выучил. Буду молчать. А если папа будет ругать за двойку, скажу, что с дедом поспорил и специально молчал. Влад, мы тебя слушаем. Начинай. Владик, что-то случилось? Ну, хорошо, садись. Садись. Двойку я тебе ставить не буду. Вы видели? Я даже не думал, что так удачно получится. Надо взять этот способ на заметку. Спинным мозгом чувствую, что сегодня познакомишься с хорошей девушкой. Бесполезно, пап. Сегодня по гороскопу одни только разочарования. Как получилось, что ты родился под знаком оленя, а? Вообще-то я рак, папа. Как получилось, что рак родился под знаком оленя? Надо верить в себя, а не во всякую ерунду. Ну, посмотри, на тебя девушка красивая смотрит. Где? Папа, она не на меня смотрит. Такая красивая девушка на меня смотреть не будет. Посмотрит, не посмотрит. За просмотр денег не берут. Хотя в нашем случае берут. Еще как берут. Иди, сынок, знакомься. Пап, ну не знаю. Витюша, если бы все люди были такие, как ты, человечество вымерло бы через 15 минут после появления. Иди знакомься, я тебе сказал. Зачем? Чтобы в очередной раз доказать, что я прав, что ли? Иди знакомься. Ага. Извините. Я сказал кому? Ой, прям растет мальчонка. На глазах превращается в мужчину. Ведь ему нет еще и 40. Лоб, а я что-то забыл. Какую марку вертолета ты хотел бы? Была проверка, молодец, прошел. Волчара. Возвращение блудного сына. Буратино, мой мальчик. Не? Рассказывай. Горячая штучка. Да что говорить, папа. Так, ну, мы просто общались, говорили, и я... Мой мальчик стал мужчиной, а? Я, кажется, влюбился. В смысле? Папа, Алла просто потрясающая женщина. Ты был прав. Я зациклился на этой Ане, которой я уже давно безразличен.
Алла, она совсем другая. Она такая внимательная. Она смеется над моими шутками. Может быть, просто как-то вам походить, погулять, приглядеться друг к другу. Секс-кекс, наконец, а? Папа, ты ее совсем не знаешь? Ну, конечно. Откуда папе ее знать-то, а? Ты поймешь, что я прав, когда я вас познакомлю. Ну, давай, я с удовольствием встречусь с твоей суженой гораздо быстрее, чем Витя нам это устроит. Сынок, кажется, в тебя влюбился, требует продолжения банкета. И не может продолжаться бесконечно. С этим надо заканчивать. Ну почему не может? Если ты готов платить бесконечно, Я то не можешь. готов платить бесконечно. Не готов. Потом это нечестно. Он с тобой даже не спит. Паш, честно, лучше бы спал, чем его шуточки. Впрочем, ты же знаешь, у меня не как у актеров. Гонорар не зависит от наличия постельных сцен. Извини, у меня здесь еще одна встреча. Паш, а счет? Совесть имей, а? Я столько денег в тебя вбухал. Угости меня хоть раз. Я придумала, как устроить скандал. Обвесили в магазине, вдохновение посетило. Паш, я давно в шоу-бизнесе, доверься мне. Короче, завтра на банкете будет очень много прессы. И если два соперника основных по сериалу подерутся, ну это же будет информационная бомба, а? Не ори так, и так все пялятся сидят. Нет, ну вы только представьте себе. Заголовок. В сериале «Как в жизни» Павел Гуров и Роман Рюмин – злейшие враги. А? Ты думаешь, всем по морде дам нам гонорар прибавят? Паш, ну вообще-то я думал, что я тебя буду бить. Ну, это понятно. Ну да ладно. В общем, вы меня, конечно, извините, но мне кажется, что меня ждут вон за тем столиком. Что поделать? Женщины от меня просто млеют. Глобальный дурак. Клинический идиот. Вот так ни черта не соображает. Ты хочешь, чтобы я ему еще в голову дал? Папа, я хотел попросить тебя одолжить мне немного денег. Смотря на что. На покер дам. На брокколи не дам. Ни на то, и ни на другое. Я хочу сделать подарок Алле. Чего кому сделать? Я окончательно убедился, что это девушка моей мечты. Сынок, Витюш, ты взрослый дядька и… В конце концов, ты мой сын, значит, сильный. Короче, я тебе с самого начала должен был сказать, что твоя Алла, она… Как я ему сейчас об этом скажу? Он только мужчиной себя почувствовал, а я со своей правдой чертовой. Ну, кто она? Что она достойна, конечно, хорошего подарка. Да, я открою. На, сынок, горло прополощи, в ноздри закапай. Надо, чтобы Витя сам бросил эту свою любовь. Да. Тогда все останутся при своих. Я при бабках, он при самоуважении. О, блудный Владик вернулся. Здравствуйте. Владичка, сыночек, все хорошо. Беги в комнату. Павел, а вы не знаете, что с Владом случилось? Он целый день молчит, не разговаривает. Сейчас страшно. Мы просто с ним… Хорошая какая мысль, а? Ты меня спрашиваешь, что с Владом происходит? Довели парня, а теперь спрашиваешь, что с Владом происходит, да? Что? Кто довел-то? Вы? Мы? Да, с Витей. Думаешь, он не видит, как вы собачитесь? Рыдает ночами. Ты же игнорируешь постоянно его отца. Но я не знаю, что мне делать. Подскажите мне. Ты возьми и Витю куда-нибудь завтра пригласи. Куда? Папа! 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 Ты не представляешь, что произошло. Если ты не научился варить 20-летний бурбон с Винтус, других поводов меня будить просто нет. Папа, сядь, пожалуйста. Это очень важно.
Ты не представляешь. Короче, Аня пригласила меня на вечеринку. О. Я переживал. Оказывается, это я и есть ее +1. Ну, хочешь идти, иди. Подожди. Понимаешь, есть одна маленькая проблема. Какая? Алла. Я уже пригласил ее. Встречается сразу с 2 женщинами. Как это низко, а? Значит, позвони Але и скажи: Алла, хандыхох, расстаемся, как в море вот эти 2 дела. Подожди. Ну, прям позвонить? Мне кажется, такие вещи лучше решать с глазу на глаз. Лучше позвонить, сынок, так оно спокойнее будет, поверь моему опыту. Так, что сказать? Пойми, Алла, ты лучшее, что случилось со мной в жизни. Но я недостоин тебя, и мы должны расстаться. Пока. Я такого дерьма могу еще 100 вариантов написать. Что сказала? Сказала хорошо и бросила трубку. Наверное, обиделась. Да брось. Я тебе так скажу, с женщинами лучше сразу расставлять точки над «и», чтобы она не питала иллюзий, не строила на тебя никаких планов. Сынок, на это утро у тебя все? Пока да. Аривидерчи. Келлы выходят на великую охоту. Пьешь? Молодец. Правильно, пьяные чаще скандалят. Кстати, здесь полно папарацци, и все ходят без дела. Мань, ну отстань ты от меня. Ну не буду я ни с кем драться. Максимум отшлепаю кого-нибудь. И то без тебя можно? Кого я вижу? Физкульт, привет. А вы, как всегда, все в том же составе. А я, как видите, не один. Дорогая, дождись меня за столиком. Ну что? Вы уже видите завтрашние заголовки? Восходящую звезду Романа Рюмина видели в обществе прекрасной незнакомки, а? Папарацци. Обожаю папарацци. Я, когда маленький был, меня индюк за пипку укусил. Я их с детства ненавижу, особенно таких самовлюбленных. Витя, ты знаешь, я была не права. Ничего страшного. Главное, что мы теперь снова... Ребенок переживает из-за того, что мы с тобой не общаемся. Алла, я должен с ней поговорить. Для него это психологическая травма. И ты, как психолог, должен это понимать. В общем, Витя, ради него я согласна. Я поступил с этой женщиной некрасиво. Я должен ей все сказать в глаза. Я согласна, чтобы у нас с тобой были хорошие дружеские отношения. А? Отношения? Да, Аня, ты права. Но прежде чем начать наши новые старые отношения, я должен закончить свои старые новые отношения. Я сейчас. Что? Привет, Алла. Я должен с тобой поговорить. Вить, давай не сейчас, я не могу. Я понимаю, после того, что я сделал, ты со мной даже разговаривать не хочешь, но ты пойми, ты чудесный, милый человек. Ты обязательно кого-нибудь встретишь. Да, Вить, я тебя прощаю, иди. Я как-нибудь справлюсь с этим горем. Эй, уважаемый, а кто это вам позволил сидеть рядом с девушкой самого Романа Рюмина? Да, ведь видишь, все нормально, я не одна, иди. Так, пусть твой брат или друг подождет. Нам нужно прояснить кое-что в наших отношениях. Слушай, какой я тебе брат, друг? Эта девушка до утра оплачена. Если хочешь что-то прояснить, то утром плати и проясняй на здоровье. Что значит утром плати? Аллочка, вы только ночные бабочки? Вы по утрам не работаете? Нет? Что ты сейчас сказал? Да как ты смеешь? Ну как ты не понимаешь? Ну скандал, он нам сейчас просто необходим. Как ты мне надоела, а? Ну, встань ты от меня. Как тебе такой скандал, а? Агент актера Гурова сошла с ума. Шизофреник. Лежит на клизмировании, а? Нормально? Вот вы здесь спрятались. Да. Ребята, у меня для вас офигенная новость. Майор Лавров на прошлой неделе показал отличные рейтинги. Так что наш сериал продолжается, и ты в нем, Паша, живой и даже с повышенным гонораром. Сценаристы придумали уже гениальное начало первой серии нового сезона. Лавров снимает куртку, а там
Надень жилет. Гениально, просто свежо, смело. Нам надо в Голливуд с такими идеями, а? Точно. А где Оксана? Подонок! Я тебя уничтожу! Я тебе кадык вырву и сам знаю, куда насуну! Не знаю! Я вообще таких слов не знаю! Быдло! Козел! Ничтожество! Это возмутитель! Дрянь! Ты слышишь слог, а? Дрянь, ничтожество. Насколько изящнее мой ругается, потому что интеллигенция бьется, а? Сын знаменитого актера Гурова устроил дебош из-за путана. В ближайшую 5. Ну, класс. Ты что радуешься? Как будто меня шоу «Голос» пригласили вести. Ой, Паша, и не на такое теперь пригласят, а? Зазвучала фамилия, понимаешь? Зазвучала. Это Аня, я открою. Да кто б сомневался. Здравствуй, Витенька. Привет. Как ты, мой дорогой? Ну, в общем, неплохо. А как ты? Мы отлично. Я так рада, что у нас с тобой вновь хорошие отношения. Да, я тоже. Я очень рад, что мы сближаемся. Короче, Витя, когда Влад с нами рядом, мы делаем вид, что у нас с тобой очень хорошие отношения. Подожди, так это что, все только ради Влада? Нет, блин, я вновь в тебя влюбилась, Вить. Я так и знал. Это все только ради Влада. И вообще плевать на меня. Хотя ради Влада так ради Влада. Главное, что мы опять сближаемся. Класс, 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 ура! Вот видишь, он столько времени молчал, а теперь увидел, что у нас с тобой хорошие отношения, обрадовался. Да. Вертолет с камерой и флешкой. Угу. Сдался дед. Понял, что? Проиграл. Нет, малыш, я не проиграл. Я тебя люблю просто. Ведь ты единственный пока мой внук. А вот кое-кто, кажется, проиграл. До конца пари еще что? Целый день. Так что еще один подарок. Не стесняйся. Бери. Ботинки знаешь где. 64 пары. Ну, дед, ну, жук. Ненавижу. Ненавижу проигрывать пари даже внуку. Ни женщинам, ни животным, никому. Хватит спать! Просыпайтесь! Идите сюда быстрее! Ну что вы дрыхнете? Папа! Дедушка! Вставайте! Ну что вы спите? Папа, дедушка, скорее! Мы чуть не пропустили! У меня сегодня день рождения! Ну ты, а! Нельзя так орать с утра. Я думал, что от соседей змея заползла к нам. У соседей есть змея? Надеюсь, что нет. Владислав, зачеркивание дней в календаре – это слишком примитивный метод путешествовать во времени. Знаешь что? Теперь всю неделю до своего дня рождения будешь стирать эти крестики. Вот так. Ну, извините. Ну, вообще-то я думал, что вы поддержите шутку и что-нибудь мне подарите. Помню, я тоже все никак не мог дождаться, когда мне уже будет 10 лет. Чем дело кончилось? Дождался? Я-то дождался, папа. А вот ты ровно за неделю до моего дня рождения взял и уехал. Так меня и не поздравил. Ты, попы нюхаешь цветы. Что ты начинаешь-то, а? Хватит старое вспоминать. Теперь-то у нас все по-другому. Папа изменился. Кто это в такую рань? Соседи змею принесли. О, сынок, ты стал шутить. Хорошие симптомы. Ну-ка, дай-ка еще жару. Соседи змею принесли. Уморил, паршивец. Доброе утро. Уверена? Стой, куда ты чешешь-то? Откуда у тебя столько энергии, а? Ой, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А я как раз варю китайский кофе. Она не хочет, она ненадолго. Папа, очень хороший кофе, улучшает память и цвет лица. Ой, мне только китайского цвета лица не хватало. Паш, ты представляешь, Сибгазбанку уже 10 лет. Обалдеть, как я рад. Действительно, я вел годовщину их еще. Читал им басню Михалкова «Жадный заяц». О, молодец. Помнишь? Помню, да. Ведь твой кофе действительно творит чудеса. Так вот, Пашенька, они тоже помнят
И для того, чтобы ты провел в субботу их корпоратив, они выкатили такую сумму, что любой заяц, даже жадный, согласился бы. Это ж неприличная сумма. О, как надо работать, сынок. 10 лет и люди помнят. Соглашаемся, конечно же. Конечно. Папа, вообще-то в субботу у Владика день рождения. Ты что, забыл? Че, помню я в субботу Владика. Я просто думал, она про какую-то другую субботу. Да, а вообще ты про какую субботу? Перенести нельзя? Перенести нельзя? Нет. Во-первых, день рождения выпадает прямо на субботу. Во-вторых, Аня может только в субботу. Я уже договорился. Это аргумент. Так что ты семья, понимаешь? У меня семья, Марго. А семья для меня – это ячейка, это вот это. Так что позвони в банк, скажи, что нам их денег паршивых не нужно, что мы отказываемся. У нас в субботу семейные торжества. Папа, я тобой горжусь. Сынок, а как иначе? Для меня день рождения внука – это святое. Ой, я же забыл совсем. У меня же там кофе варится. Раньше из двух святых дел ты выбирал более прибыльное. Времена изменились, Марго. Я вырос. Че, дурочка, что ли? Я за эти бабки зайца голыми руками в поле загоняю. Ты мне можешь в этом помочь. Куда ты несешься, как олень по моей квартире? Это Марго, я сам открою. Ну, подожди. Папа, а если мы в субботу к Владику на день рождения пригласим каких-нибудь клоунов? Конечно, Витюш, здесь пол Москвы клоунов. Здорово. Это будет самый веселый день рождения в мире. Так. Алло? Аня звонит. Да, у аппарата. Если честно, я ж бабки взял уже с банка. Ну, предоплату за тот субботний корпоратив. Теперь только от Марго зависит. Узнает Витя об этом, не узнает. А, здесь еще и клоуны. Да. Хорошо. Я понял. Я позвоню. Что случилось, сыночка? По спине вижу. Угрюмый. Аня сказала, что в субботу она не может. Ей сделали какое-то, видите ли, выгодное предложение. Марго, молодец, просто красавица. Можете представить? За 2 дня найти для какой-то никому неизвестной провинциальной актрисульки выгодное предложение. Я так думаю, ребята, что Марго лучший актерский агент в Москве. Да. Надо будет ей об этом сказать. А с другой стороны, зачем? К чему нам банальность? Я просто упомяну ее в завещании. Дескать, Марго, а тебе привет. Дрянь. Я ради внука отказываюсь от выгодного денежного предложения. А люди вон ради сына не могут ни от чего отказаться. Я не знаю, что мне делать. Сынок, будь мужиком. Решил, что вся семья должна быть вместе. Значит, пусть вся семья будет вместе. Перенеси день рождения на воскресенье. Конечно, перенеси. Ты правда так считаешь? Что, в один денек? Ну ладно, спасибо, папа. Я тогда пойду к Владику и скажу, что нужно потерпеть еще денечек. Конечно, Витя. Умница. Умница, просто молодец. Как тебе удалось для бездарной девчонки найти в Москве на субботу работу? Ты даже не представляешь, чего мне это стоило. Кстати, пока не забыла, у тебя сегодня встреча с организатором торжества Сибгазбанка. Заодно ведешь курс свою новую соведущую. Годится? Кому? Чего введешь? Я вам очень благодарен, Павел Михайлович, что вы согласились провести наше мероприятие. Да, пустяки. Ну, вы же понимаете, конечно, пустяки, что все наши пустяки должны быть предусмотрены сметой. Поэтому вашу соведущую придется оплатить из вашего гонорара. Ну, вы же не обеднеете. Ну да.
Мы пригласили самых лучших, самых знаменитых. Ваша задача их просто объявить и все. Ну и добавить от себя, как вы умеете, несколько теплых слов, парочку искрометных тостов. Ты не волнуйся, я умею соблюдать баланс между юмором и горячим. Прошу. Прошу. Во время выступления артистов вы с вашей очаровательной партнершей можете отдыхать вот в этом зале. Прошу. Спасибо. Жду вас через 5 минут в основном зале ресторана. Поговорим о программе. Павел, я хотела вас поблагодарить за то, что вы не забыли про меня. Если честно, это было так неожиданно с вашей стороны. Пустяшно. Всегда рад помочь. У меня ведь никогда раньше не было семьи. И это было неплохо. Вот теперь все правильно. Владечка, это тебе, чтобы ты рос умным и образованным. Спасибо, пап. А это тебе, чтобы ты не скучал, пока идешь к уму и образованности, а? Ты же не обижаешься, что мы только завтра будем праздновать? Нет, конечно. Вы же мне завтра еще что-нибудь подарите. Шел вон. Живот в тени. Папа, я тут украсил. Тебе нравится? Красиво. А что ты вместо шаров? Вроде какая-то рожица должна быть, а? Шарики оставь. С шариками изящней. Мне просто не хотелось, чтобы у Ани были плохие воспоминания. Понятно. Так хочется завтра, чтобы мы снова окунулись в уютную атмосферу семейной жизни. Понятно. А кто это? Ща позырим. Соскучились? Особенно я. Мама, проходи, располагайся, чувствуй себя как дома. Что ж вы, Вера Владимировна, так без приглашения снова? А мне что, на день рождения собственного внука нужно было у тебя визу получать? Я, в отличие от тебя, 9 предыдущих не пропускала. 10-й тоже не собираюсь пропускать. Вот, я поэтому и не стал звонить, потому что я знаю, что ты всегда вовремя приедешь. Ну? Ну? Что? Что? Именинник где? Владик, сюрприз. Сама? Бабушка. Это где мое солнышко? Где мое счастье? Ну-ка, иди, бабушка тебя обнимет, мой хороший. Ну, что такое? Почему такой худой? Так, сейчас мы у папы спросим, почему такой худой? Ну ладно, не буду вам мешать. Наслаждайтесь общением. Папа, что делать? Не знаю, что делать. Я вот что умею, то делаю уже. При маме у меня с Аней ничего не получится. Привет, у меня при твоей маме вообще ни с кем ничего не получится. А где же мама будет до завтра? Она не знает же, что мы день рождения на завтра перенесли. Правильно. Она не знает, так пускай она сегодня отпразднует и шурует на все 4 стороны, а? Точно. Точно, мы завтра сядем по-человечески. Конечно, конечно, и отпразднуем. Заодно отъезд Веры Владимировны. Лучшего повода напиться нет. Что значит перенесли на завтра? Это в чью бестолковую голову пришла такая бредовая идея? Не знаю, мне папа сказал. Пошутил папа. После приезда в Москву у Витюши появилось чувство юмора. Ну, конечно, я пошутил. А ты что подумал? Что тебе завтра опять подарки, что ли, будут дарить? Я как раз пришел сказать, что скоро начнем праздновать. И мама будет. Нет, мамы сегодня не будет. Понимаешь ли, Владенька, есть такие родители, которым совершенно начхать на семью, на детей. Им главное нужно потусоваться на публике, покрасоваться, чтобы им поаплодировали. Вера Владимировна, давайте не будем плохо говорить о тех, кого здесь нет. Ну, вы знаете, я совершенно не о тех, кого здесь нет. Я именно о тех непутевых родителях, которые здесь есть. Мама, если хочешь знать, папа сегодня ради дня рождения внука отказался от очень серьезной работы. Да, что-то мне не верится. Да кому ты говоришь? Мама не хочет это знать. А я, между прочим, ради внука готов на все. И даже на новый телефон. Влад,
Ой, слова, слова. Какие слова? Я хотел сегодня весь день провести с любимым внуком. Что я такое говорю? У меня же сегодня корпоратив. Да, да. Я хотел взять внука и посидеть с ним. В лучшем ресторане Москвы. Не беляшная, не пельменная. Обратите внимание, на что я готов ради любимого внука. И сколько стоит заказать здесь столик? Не столик, целый банкетный зал. Проходите, Вера Владимировна. Чувствуйте себя, как в Брянске. Благодарю, шедеврально. Угу. Девушка, как вас? Наталья. Наташенька. Вы нам накроете что-нибудь на стол? Колбаску, там, сырок туда-сюда. Тортик маленький, что-нибудь напишите на тортике. Там 10 лет не срок, там, с десятилетием. Ну, сами понимаете, да? Ага, спасибо большое. Хорошо. Да, да. Пап, ну, все-таки не стоило так тратиться. Тем более, настоящий день рождения мы только завтра собирались праздновать. Все-таки можно было как-то попроще. Нельзя. Пускай твоя маман знает, что мы семья. Не лаптем здесь щи хлебаем. Здравствуйте. Здрасте. Аня? А ты здесь как оказалась? Меня твой папа пригласил. Папа? Зачем? Мы же договорились, что мы без Ани этот день рождения будем. Что? Владик? Владик, иди мой руки. Вера Владимировна. Ну, это ж какая радость. Здравствуй, невестушка. Здравствуй. А мне сказали, что ты опять нашла повод не прийти к сыну. Я повод? Да я специально отказалась от выгодного предложения. Да, отказалась, чтобы вечер провести с Владом. Как Вера всю жизнь это делает? Что люди костьми ложатся, чтобы ей доказать всякую дрянь, а? Так сказала, как будто в Сибирь за ним поехала. Артистка. Да, Аня, да ты не понимаешь, на самом деле, эта мама так рада тебя видеть. На самом деле, Витя, ты всю жизнь живешь в мире своих фантазий, понятно? Тихо, здесь интеллигентные люди. Давайте и мы сегодня поживем в мире. Хорошо. А где мы будем праздновать? Здесь. Здесь? Так это… Давай, Витюш, сынок маленький, иди проверь, все ли у нас накрыто там, шкварчит ли. Давай. Хорошо. Зайка, ты получишь свои бабки, если никто не узнает, что я здесь сегодня работаю. Понимаешь? Хорошо, хорошо, я поняла. От меня никто не узнает, что вы сегодня работаете. Ну, хорошо. Значит, у Владика сегодня будет самый веселый день рождения. Кто же это додумался? Справлять семейный праздник в ресторане. Вы здесь что, все бездомные? Нет, у нас просто в семье коллектив сугубо мужской. Не хотелось на голодный желудок веселить Владика. Павел Михайлович? Да. Все уже готово? И сейчас. Слышали? Слышали? Все готовы к празднованию дня рождения моего любимого внука. Не расходимся. Я сейчас решу кое-какие организационные вопросы и вернусь. Не скучаем. Впереди вас ждет большой сюрприз. То же самое он сказал, когда свалил из Брянска. Ну, надеюсь, он вернется, когда за все это нужно будет платить. Итак, дамы и господа, 10 лет – прекрасный возраст, когда и вес, и объем карапуза растет на радость, собственно, всем тем, кто принимает участие в этом удивительном процессе. Что сказать еще? Мы одна семья, и это сразу видно. Давайте поднимем бокалы за нашу семью. И первым поздравить Сибгазбанк. Приехал замечательный артист Денис Клявер. Добрый вечер, дорогие друзья. Безумно для меня приятно сегодня, безусловно, выступать перед вами. О чем я? Так обстоятельства сложились, что я один сегодня буду работать. Мне нужен полный список выступающих артистов.
Конечно. Вот вам список и время выступления каждого. Ага. Время. Ну, конечно, время. Время – это то, что может спасти. Денис Клявер. 4:10. Убери руки. Так вот, я и говорю, 10 лет – прекрасный возраст, когда и вес, и объем юбиляра растут на радость всем тем, кто принимает участие в этом удивительном процессе. Перевожу. За нашу семью. Дед, а где мой сюрприз? Сюрприз. Спасибо большое, дорогие, за теплый прием. Спасибо вам, удачи. Где ты ходишь, пожалуйста? Ну что ж, давайте поблагодарим прекрасного певца Дениса Клявера. А сейчас, дамы и господа, после того, как вы выпьете еще по глоточку, на сцену выйдет группа, которая звучит из всех радиоприемников страны. Прошу поаплодировать группе «Мираж». Прекрасная группа. Почти 10 минут. Добрый вечер, друзья. Очень рады приветствовать вас сегодня в столь замечательный день. Сюрприз. Денис, я к вам. Дело в том, что вас очень любит мой внук. Спасибо. Да, можно вас попросить с ним сфотографироваться? Петь не надо, просто чик-чик-чик-чик. Давайте, а где? В соседнем зале. Пойдемте, да, спасибо большое. Денис Клявер. А лет-то сколько? Мне 50, но я не по этим делам. Сейчас, дамы и господа, длинные, красивые песни. Мой любимый певец Валерий Леонтьев. Не, ну, реально любимый. Столько времени можно успеть и торт сожрать, и пописать. Торт где? Какой? Торт, 10 лет и все такое, где? А, уже готов. Так давайте везите сюда. Сюда? Сюда, что ты тормозишь-то, господи, а? Часики тикают, песок сыпется, давай, родной, давай. Понял, сейчас сделаем. Какая прелесть. Дамы и господа, к сожалению, наш вечер подходит к концу. И в финале нашего праздника для нашего любимого внука па-ба-ба-бам. Ого! Какой торт! Спасибо, деда! Я сам буду резать! Можно? Стоп! Подождите.
Это не наш торт. Короче, я корпоратив здесь веду. В банке, вот в соседнем зале. Ну, я так и знала. Как только у ребенка день рождения, он на своей любименькой работе. Не, ну на семью ему всегда было плевать. Всегда! Ого! Вот это торт! Спасибо, деда! Я сам буду резать! Правильно, Владик. А давай, Владик. Рубайку, чтобы досталось по жирному куску каждому члену нашей дружной семьи. Давай. Как вы понимаете, дамы и господа, это всего лишь 2% от основной части торта, которая у умных людей, которые собрались в этом зале, находится, естественно, в офшорах на Виргинских островах. А давайте вначале сфотографируемся. А давайте. Все вместе. Да. Можно спросить? Улыбочку. Владик, я так соскучилась по тебе. Поэтому решила теперь жить в Москве. Рядом с тобой.